Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Огонь и Мясо. Сегодня приготовим сало варено-копченое. Оно у меня уже просохло. Сейчас покажу, как я его солил, затем как я его варил, с какими специями, какое количество времени. И продолжим, будем заряжать уже коптилку. Для начала засолим сало. И нужно, чтобы оно просолилось, примерно хотя бы ночь. Завтра уже будем его варить. Соль здесь 3 столовых ложки соли, чайная ложка черного молотого перца. Перемешаем. Ничего сложного нет. Просто втираем это все в продукт. Со всех сторон. Так как у нас оно еще будет вариться, и узлук тоже будет соленый, но ночи будет достаточно. Все, накрываем крышкой и убираем в холодильник до утра. Утром продолжим. Итак, друзья, прошло у нас 16 часов, как солилось сало. Ничего страшного, что больше. Теперь нужно его поделить пополам, чтобы было удобнее варить и в коптилку поместилось. В принципе, для вас это не обязательно, смотря какая у вас коптилка. Отправляем сало в кастрюлю. Заливаем холодной водой. Полтора литра воды. Отлично. Включаем плиту. 3 столовые ложки соли. Перец душистый. Перец черным горошком. Столовая ложка сахара. 3 вот таких крупных, у меня получается крупные, если у вас мелкие, штук 6-5 лавровых листиков. Доводим до кипения, не забываем снимать пену. Варить будем примерно полчаса на легком кипении. Начинает образовываться пена. Пену аккуратно собираем. Началось кипение, и сбавляем газ, делаем минимальным, и на вот таком вот медленном бурлении варим 30 минут и убираем, естественно, пену. Так, друзья, прошло у нас 30 минут.
как у нас все это дело кипит. Выключаем огонь. И теперь сюда отправляем примерно 5 зубчиков чеснока нарезать. Почему нельзя сразу? Потому что при кипении чеснок теряет все свои вкусовые качества. Накрываем крышкой и даем постоять еще примерно 30 минут. Остынет до комнатной температуры и будем дальше уже работать. Итак, друзья, сало у нас настоялось, еще где-то минут 40 оно постояло. Сейчас я его буду обвязывать. В принципе, это делать не обязательно, но так будет удобнее его сушить и потом проветривать после уже копчения. Вот так вот подвесил, пускай сохнет пару часов. Пока можно спокойно подготовить коптилку. Друзья, после того, как я сало вывесил, оно уже висит практически 2 часа. Оно уже шикарно просохло. Сейчас будем заряжать коптилку. Друзья, здесь в принципе все как всегда. На дно коптилки укладываем фольгу, для того, чтобы щепа не пригорела, чтобы потом коптилку было проще помыть. И также поддон для сбора жира укутаем фольгой. На дно коптилки отправляем щепу. У меня это ольха. Примерно вот так. Сверху поддон для сбора жира. Друзья, для того, чтобы у нас дым лучше лег и попало меньше вредных всяких концентратов, укутаем продукт марлей. Надо уложить так, чтобы не касались друг друга, не касались стенок коптилки кусочки. Отлично. Аккуратно все завернем. Устанавливаем решетку в коптилку. Сейчас еще на месте все поправим. Друзья, чтобы конденсат не капал на продукт, аккуратно накроем фольгой. Все, закрываем крышку. И будем разводить огонь. Итак, друзья, огонь разгорелся. Сильное пламя нам здесь не нужно. Устанавливаем коптилку на печь. Так как у нас сало вареное уже, ему много не надо. Копчение у нас происходит первые 15 минут. Минут 20 мы его в коптилке подержим. Сейчас нам нужно дождаться первый дым из-под крышки. Его нам будет необходимо выпустить. Это примерно произойдет минут через 5. Дно подогреется, щепа начнет тлеть. Начал выходить дым из-под крышки. Из-за ветра, может, плохо видно.
Вот. Этот дым нам нужно выпустить. Открываем крышку. Достаточно. И теперь закрываем. И засекаем 20 минут. Итак, друзья, 20 минут у нас прошло, у нас уже начинает темнеть. Снимаем ее с огня, коптилку. И еще дадим немного постоять, остынуть, минут 10. И будем открывать. Так, ну что, прошло 10 минут. Открываем. Друзья, обратите внимание на вот эти вот пятна, это все конденсат. Поэтому, если будете покупать коптилку, покупайте с крышкой, которая идет углом. Убираем фольгу. И открываем марлю. С какой тут она стороны у нас подвернута. Красота. Сало у нас прокоптилось. Теперь ему нужно дать также проветриться. Подвешиваем его. Друзья, подвешиваем сало, чтобы оно у нас проветрилось. Шикарный аромат. Сейчас оно остынет, проветрится, и будем дегустировать. Друзья, ну что, наше сало проветрилось, остыло, охладилось. Вот такой шикарный результат, красивый получился. Сейчас будем дегустировать. Абсолютно готово сало. Отлично. Сейчас попробуем. Запах шикарный. Друзья, отличный рецепт. Очень мягкая и очень вкусная. По соли отлично. Готовьте, коптите. До новых встреч.